Главные новости сегодняшнего дня. Комитет и полиция арестовала ректора Аграрного университета Нижегородской области Игоря Воротникова за получение крупной денежной взятки от студентов в размере 1,5 миллиона рублей. Так как это уже не первый сигнал о получении взяток со стороны ректора, Игорю Воротникову грозит до 4 лет лишения свободы, а также запрет заниматься преподавательской деятельностью на протяжении 7 лет. Сегодня рано утром ушел из жизни заслуженный артист России, известный российский актер и режиссер Евгений Малафеев. Евгению Александровичу Малафееву было 74 года. Причина смерти – осложнение сахарного диабета. Евгений Малафеев – это ведущий артист Московского академического театра драмы. Как режиссер он поставил более 100 спектаклей и снял более 20 кино и телесериалов. Известного актера Ивана Краско доставили в полицию для допроса. Несколько дней назад при весьма странных обстоятельствах скончалась новая подруга 94-летнего актера, студентка 4-го курса МГУ, 23-летняя Лариса Николаева. Тело девушки обнаружили в квартире артиста. Известно, что Иван Краско и его девушка встречались несколько месяцев и собирались пожениться, пока Иван Краско проходит по делу как свидетель. Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным арестовал и конфисковал у известного телеведущего Дмитрия Шепелева 3 завода на территории Российской Федерации. Это завод шампанских вин, винодельный завод и металлургический завод. Конфискация проходила в Дагестане, в Нижнем Новгороде и Калининградской области. По самым скромным подсчетам, годовой доход Дмитрия Шепелева от работы данных предприятий составлял 500 миллионов рублей в год. Причина ареста заводов – это неправильное ведение документации и длительная неуплата налогов в течение 3,5 лет. Известный пародист Максим Галкин ушел от своей супруги, певицы Аллы Пугачевой, на неопределенное время. Теперь они живут в разных домах. Об этом сообщает зарубежная пресса Кипра и Израиля. Теперь Максим Галкин и Алла Пугачева живут не только в разных домах, но и районах города. Они видятся только на публичных мероприятиях и в тот момент, когда Максим Галкин навещает своих детей. Как сообщает зарубежная пресса, Максим Галкин и Алла Пугачева пытаются скрыть этот факт от общественности. Они выкладывают совместные фотографии, чтобы поддержать вид благополучной семьи. Одна из причин печального события – это злоупотребление алкоголем Максимом Галкиным в последнее время. Однако есть еще одна веская причина. Зрители с большим стажем могут помнить, что некоторое время назад у Максима Галкина обнаружили тяжелое неизлечимое заболевание СПИД. После этого в жизни Максима Александровича многое изменилось. У известного артиста часто бывает депрессия, и он пытается быть веселым и смешным только на музыкальной сцене. Однако, как считает российская общественность, дело до окончательного разрыва отношений не дойдет, так как по некоторым данным Алла Пугачева и Максим Галкин связаны не только семейными узами, но и коммерческим контрактом, который обязывает их быть вместе. Известный актер Андрей Чернышов получил травму спины во время репетиции. Андрей Владимирович упал с театрального помоста. 52-летнего актера госпитализировали. На данный момент его поддерживает супруга Мария Доброжинская. На этой неделе антикоррупционный комитет, помимо ареста имущества Дмитрия Шепелева, начал заниматься и незаконной недвижимостью известного артиста Александра Реввы. В частности, у Александра Реввы были конфискованы 4 незаконные киностудии в городах Петербурге и Москве, а также 6 музыкальных студий.
Помимо этого, на следующей неделе команда Никиты Михалкова будет заниматься и зарубежной недвижимостью Александра Реввы, которая находится в ближнем и дальнем зарубежье. Самый завидный холостяк российского шоу-бизнеса Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, наконец-то сделал предложение руки и сердца своей новой подруге, чиновнице Екатерине Мизулиной. Молодые люди выложили совместную фотографию с романтического ужина. Ярослав и Екатерина вместе уже несколько месяцев. Их называют одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. А совсем недавно певец Шаман посвятил Екатерине Мизулиной свою песню. 20-летняя невеста Григория Лепса, 20-летняя Аврора Киба вновь отвергла ухаживание известного артиста и во второй раз сорвала свадьбу. По данным прессы, за последний год Григорий Лепс потратил на свою невесту более 200 миллионов рублей. Однако девушка принимает подарки и деньги, а замуж выходить не торопится. Свадьба, которая была намечена на конец февраля, вновь сорвалась. И опять по вине невесты. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня поздно ночью с балкона 4-го этажа жилого дома выпал известный советский и узбекский актер и режиссер Хусан Мусабоев. Хусану Мусабоеву было 70 лет. Точная причина несчастного случая на данный момент уточняется. Хусан Мусабоев получил широкую популярность среди зрителей в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Он сыграл главные роли в таких фильмах, как «Великий мечтатель», «Волки», «Дневник», «Жизнь и смерть» и многие другие. В Твери на концерте известной певицы Елены Ваенги погибла зрительница. По данным прессы, в зале было душно и смерть наступила в результате сердечного приступа. Елена Ваенга проявила человечность, остановила и закончила концерт раньше времени. Музыкальное выступление будет перенесено на другую дату. Очень тяжелые времена переживает известный общественный деятель Дмитрий Сергеевич Песков. В скором времени против Дмитрия Сергеевича и его друга Филиппа Киркорова будут возбуждать уголовное дело. А совсем недавно Дмитрий Песков пережил личную драму. Зрители со стажем могут помнить, что несколько дней назад во время поездки на поезде получила тяжелые травмы его супруга Татьяна Навка. Татьяна Навка эти дни находилась в реанимации, а сегодня стало известно, что она впала в коматозное состояние. Лечащие врачи надеются на благоприятный исход, однако все достаточно тревожно, ведь еще летом прошлого года Татьяна Навка также получала тяжелую травму. Известного французского актера Жерара Депардье обвиняют во Франции в неуплате налогов. На известного артиста завели дело. Первое заседание суда назначено на 1 марта текущего года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.